Вот что у меня получилось. Хочу показать, что для симметричности я левую стоечку поставила так же, как и правую, перед стоечками. А следующую за ней, она хоть у меня и была перед стоечками, но я ее положила, подклеила, вот сейчас держу для того, чтобы расстояние было вот в этих местах одинаковым. Сейчас я подожду, когда приклеится вот эта стоечка, а потом начну поднимать спинку. Спинку начну поднимать с правого угла, немножечко сзади. Так вот аккуратненько. Здесь будут прямые и поворотные ряды. Сначала нижний, потом верхний. Вот так вот. И с этой стороны то же самое у меня будет. Здесь посередине буду менять трубочки, для того, чтобы их минимально было видно. И так проплету, наверное, рядочка 3-4 вот такими прямыми и обратными рядочками. Здесь надо смотреть, чтобы стоечки стояли ровненько. Все, руки уже в клею, конечно же. Так, дошла до начала. И то же самое аккуратненько загнуть. И второй тоже, вторую трубочку тоже вот так же. И пошли обратно. Также стоечки на себя, чтобы они не заваливались внутрь. И так я 3-4 рядочка проплету. Я хочу немножко приподнять спинку, поэтому вот это у меня центральные. Я вот так вот сделаю.
подтянуть, это подровнять. И здесь я до конца не буду доходить, я на второй заверну. Здесь у меня 4 трубочки, и здесь я сделаю поворот. Так вот. Вот. Не плотно. Сейчас я распущу и сделаю более плотненько. Все, дошла до правой части, и мне нужно сделать такой же поворот, как здесь. Так вот, плотненько, чтобы не возвращаться, чтобы были ровненькие. Ну и все, пошла до конца ряда. Ой, извиняюсь. Стоп, куда ты влетел? Теперь я дойду до самого конца, до первой стоечки, чтобы сравнять вот эту ступенечку, которую я оставляла. Вот здесь. Она совсем не нужна. Так, у меня получается ровно на сгибе. Значит, не будем жалеть трубочек, обрезаю. Так, и эту ровненько сейчас нужно загнуть. У меня трубочки подсохли уже, пока я плету, но я успею. Вот так вот. Все, я думаю, что этого достаточно, этой высоты диванчика. Я его еще сейчас подровняю.
я все равно наращу. Мне нужно заканчивать, но на этом месте у меня как раз закончилась трубочка, поэтому я ее все равно наращу. Загну. Не очень удачное место, но я подкрашу потом. По-другому сделаю. В середине, чтобы было, чтобы меньше было видно. Так, все, трубочка не годится. Раздолбала я место, куда вставляю. Так, все, не будет видно. Сейчас я вот так. И заканчиваю. Тем же способом. Так, неровно. Надо аккуратненько вдоль стоечки. А у меня ушла между рядами. Все, другое дело. И здесь. То же самое. Так, чуть-чуть. Все. Так, подравниваю. Прищепочки мне больше не нужны. Клей я сниму, а теперь вот так вот. Ну все, теперь можно делать розгу. Розга будет не по кругу, поэтому делаем вот так вот. Загибаем. Ой. Вкладываю рядышком. Если здесь чуть-чуть прижимается, за руками, наверное, ничего не видно. Я, конечно, извиняюсь. Как-то вот так, наверное, повернуть надо. Если здесь немножечко просядет, ничего страшного, мы по окончании загибки приподнимем.
Не хочет обрезаться. Так, вот что я сделаю. На самом интересном месте, конечно, у меня выключилась камера. Показываю еще раз, что я делала. Эту обрезала, приклеила эту сюда, а вот эту вернулась назад и вставила между стоечками. Капельку клея. Вот как это называется? Когда чем больше стараешься, надо показать, обязательно выключится камера. И вот эту стоечку, которая была первая у нас, я тоже вставлю вот сюда же. Теперь я капну сюда клей и возьму прищепочкой, чтобы оно никуда не делось. Вот такой диванчик у меня получился. Я еще раз извиняюсь за то, что у меня вот так получилось. Эта батарейка у меня закончилась, пока я снимала. Это процесс не быстрый, все-таки длительный. И даже батарейка не выдержала, хотя вроде бы была заряжена. Ну ладно. В общем, я объясню еще раз на словах. Розгу по ходу движения, по ходу плетения мы плетем как обычно. И когда доходим до конца, остается раз, два, три. Здесь где три еще мы обе обрезаем, подклеиваем. И последнюю, предпоследнюю я загибаю и вставляю вот сюда. Надеюсь, я объяснила понятно. Потом я подклеила сюда еще немножечко клея в последнюю стоечку. Он у меня схватился. И когда я буду покрывать лаком диванчик, я вот эти вот бортики немножечко вот так вот выверну. Вот. Вот выскочили две трубочки, о которых я говорила, пока я... Вот сейчас я их еще раз подклею. Заразу эту. Вот. И вставлю туда. Вот я их вот так вот и оставила. Это третья и четвертая получается у меня трубочка. Вот и так они схватятся, никуда они не денутся. Тем более, когда мы покроем лаком, рано начала выворачивать бортики, они схватятся, никуда не денутся. Можно их сюда побольше клея налить. Потом, значит, я перед тем, как лаком покрывать, я вот так вот выровняю. Вот обрезанные стоечки я закрашу морилочкой, которой красила сами трубочки. И приклею сюда, не знаю, как они называются, быстрее всего
не заглушки, а подставки для мебели. Вот и все, собственно. Вот такая получилась. Такой диванчик у меня получился. Вот как бы на меня я бы сюда пошила, конечно, кружевные, две махонькие кружевные подушечки. А если для... Ну, это коллекционный, имею в виду, вариант. А если бы дарить для девочки, которая будет играться вот этим диванчиком, куколок сюда садить, я бы сплела, конечно, еще столик и кресло или даже два в таком же стиле. Ну, собственно, вот и все. На этом я прощаюсь. Если вам нравится, плетите вместе со мной. Подписывайтесь. Будем плести вместе. Пока-пока. Здоровья вам и вашим близким.